Всех приветствую, дорогие друзья, на канале Пайкмейкер. С вами, как всегда, я, Михаил. Продолжаем нашу рубрику в новой ветви истории персонажей. Сегодня я расскажу про Карла Мейнфреда. Карл Мейнфред, человек из Detroit Become Human. Он знаменитый художник и владелец андроида РК-200 Маркус. Карл – старик, который передвигается при помощи инвалидного кресла, поэтому Маркус заботится о нем. Он относится к Маркусу как к человеку, учит его рисовать, знакомит его с литературной музыкой, развивает его навыки каждый день. У него паралич нижних конечностей и, похоже, есть другие неназванные заболевания. Карл Мейнфред родился 13 июля 1963 года. Карл – художник. Он стал ведущей фигурой неосмофилического движения в 20-х годах. После многолетнего периода размножения Карл впал в мрачный период, омраченный алкоголем и наркотиками. Насколько известно общественности, Карл по-видимому, вернулся к работе за несколько месяцев до ноября 2038 года. У Карла есть сын по имени Лео, родившийся в 2010 году, от короткого романа с неназванной фанаткой Карл признал Лео своим сыном и платит алименты. Но он никогда не встречал Лео, пока тот не стал подростком. У них натянуты отношения. Лео считает, что Карл никогда не хотел его и, следовательно, никогда не любил. Лео также пристрастился к красному льду и постоянно находится в состоянии трезвости, что также создает напряжение в их отношениях. В какой-то момент Карл попал в серьезную аварию, потерял способность передвигаться ноги и стал парализованным. В течение нескольких лет после этого Карл стал затворником и впал в депрессию. Его друг Л.Джей Камский, основатель Киберлайфа, подарил ему прототип андроида РК-200 Маркуса в качестве опекуна и компаньона для престарелого Карла-инвалида. Безоговорочно преданный Карлу Маркус прислушивался к его советам по изучению литературы и музыки и прислушивался к его философии о мире и человечестве. Под опеку Маркуса Карл восстановил свою мотивацию к жизни и живописи, и у них сложилось отношение отца и сына. Хотя Маркус привел к значительному улучшению качества жизни и счастья Карла, отношения Карла с Лео стали еще более напряженными. Лео ревновал Маркуса и его отношение с Карлом, полагая, что Карл относился к Маркусу лучше, чем к нему. Он не раз не упоминал, что Карл должен был любить Маркуса больше, чем его, потому что Маркус идеален. В 2008 году Карл живет в доме по адресу 8941 Лайфейнд-авеню, Детройт. Приглашаю вас посетить Бусти. Вы увидите закадровые смешные нелепые моменты и узнаете о планах канала. Карл имеет седые волосы, голубые глаза и несколько родимых пятен, которые наиболее заметно проявляются на его лбу. У него также есть татуировки, которые покрывают обе руки. На левой геометрической конструкции, на правой более детальный рисунок. В художнике Карл носит черную рубашку с голубыми штанами. После того, как он заканчивает свой душ, он надевает темно-синий кардиган с бежевыми брюками и змеиным узорчатым шарфом. После этого вечеринка в Музее современного искусства, он был одет в коричневое пальто с темно-красным пиджаком и полосатым шарфом. Он также носит черные джинсовые брюки с черными туфлями. Карл может быть саркастичным, часто давая находчивые игровые ответы Маркусу. Несмотря на свой хороший юмор, Карл также может быть довольно мрачным и задумчивым. Часто будучи говорят о собственной старости, плохом здоровье и недвигающейся смерти. Однажды он называл себя просто стариком, цепляющимся за свои кисти. Временами он может быть немного мизантропом. Он выражает мало интереса к общению
с другими людьми или посещению общественных мероприятий. И кажется изумлен указанными обязательствами. Он также, кажется, очень мало верит в мораль и будущем человечества. Несмотря на его иногда плохое настроение, Карл также может быть очень сентиментальным и заботливым. Он один из первых и немногих персонажей людей в игре, которые относятся к андроидам с уважением и добротой, проявляя заботу о Маркусе, когда у него появляются признаки нападения. Он также отвечает за поощрение свободного мышления Маркуса, советуя ему заглянуть внутрь себя и своих чувств, чтобы что-то нарисовать, что намекает на то, что он верит, что Маркус уже был способен на свободное мышление и эмоции. Несмотря на то, что был андроидом, Карл решил позволить Маркусу носить человеческую одежду в доме. Во многих отношениях Карл несет большую ответственность за революцию андроидов и большую часть событий игры, воспитывав Маркуса в вере его собственной автономности в Брокинс. Если Карл умирает, последние слова будут обращены к Маркусу. Не позволяй никому говорить тебе, кто ты. Точно так же, несмотря на то, что он может быть суров слева и разочарован его независимостью и неуправляемым поведением, он также явно глубоко любит его в художнике. После того, как Маркус будет его, он спрашивает, звонил ли ему Лео, и кажется обеспокоен, когда Маркус говорит нет. В Брокинс, если Маркус толкнет Лео и вырубит его до потери сознания, Карл выползает из своего инвалидного кресла к Лео, начинает плакать, называть Лео своим маленьким мальчиком. Карл очень тонкая и чувствительная натура. Он любит искусство во всех его проявлениях, от рисования до музыки и писательства. Карл один из немногих персонажей в игре, который относится к андроидам положительно. Художник искренне любит Маркуса, не видя в нем машину, относясь к нему как к другому или даже сыну. Бесплатные игры в нашем сообществе реально. У тебя не хватает денег, чтобы купить желаемую игру? Мы поможем. Присоединяйся к нашему сообществу, чтобы не пропускать раздачу грандиозных игр нашего века. Ссылочка в описании. В главе «Художник» Маркус упоминает, что ретроспективность искусства Карл демонстрируется в Музее современного искусства. На одной из полок в доме Карла стоят фигурки оригами, что является явной отсылкой к другому проекту Дэвида Кейджа «Ливень». На дизайне Карла сильно повлияли Мик Джаггер и Игги Поп. В то время как Карл является отцовской фигурой для андроида, в этой игре актер Карла Лэнс Хенриксен изобразил андроида по имени Бишоп в знаменитой франшизе «Чужие». Карл имеет некоторые сходства с Агато и Шимасани, двумя второстепенными персонажами из других игр Quattro Dreams, под названием Фаренгейнс, Пророчество, Индиго и За гранью, Две души, соответственно, поскольку все они пожилые и прикованы к инвалидному креслу. Фамилия Карл — это имя второстепенного персонажа из другой игры Quattro Dreams, Ливень. Карл один из родителей-одиночек в игре, остальные Роуз, Чемпион, Тодд Уильямс и Кэролайна Филлипс. Во время художника Маркус вспоминает, что ретроспективные работы Карла выставлены в Музее современных искусств. У него есть картина, посвящена Маркусу в Ночи души. В Ночи души, если Маркус выберет путь сердитого диалога, предупреждения Карла Маркуса являются сокращенными перефразированными цитатами Фридриха Ницше. Тот, кто сражается с монстрами, должен следить за тем, чтобы он сам не стал монстром. И если ты долго смотришь в бездну, бездна тоже смотрит в тебя. Картина Карла выставлена в доме Камске рядом с его бассейном, ее также можно увидеть в доме Карла рядом с его обеденным столом.
Если он выжил в сломленном, то показатели жизнедеятельности Карла отображаются на мониторе в ночи души, где показано, что у него частота сердечных сокращений 42 удара в минуту, насыщенность кислорода 65%, что в среднем приводит к нарушению умственной функции, и частота дыхания 7 вдохов в минуту, что ниже среднего показателя для его возрастной группы. И на этом история про Карла Майнфреда подходит к концу. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте выполнять действия, которые видите прямо сейчас на ваших экранах. А именно лайк, колокольчик и подписка на канал. С вами был Михаил с канала Пейкмейкер.